Здравствуйте! Сегодня покажу, как можно связать резинку для волос с розочками. Для начала обвяжем обычную резинку, используя крючок 3 мм. Зацепим к резинке рабочую нить, провязав столбик без накида, 3 воздушные петли подъема, пико из 3 воздушных петель. Провяжем 3 воздушные петли и закроем пико в 3 воздушную петлю подъема, провязав соединительный столбик за 2 стенки воздушной петли. Воздушная петля и в центр резинки столбик с накидом. Оставшийся край нити ввязываем между резинкой и столбиками с накидом. Пико из 3 воздушных петель. Провяжем 3 воздушные петли и закроем пико, провязав соединительный столбик за 2 верхние стенки столбика с накидом, воздушная петля. И по кругу в центре резинки повторим всего 100 раз по схеме. Столбик с накидом, пико 3 воздушные петли и воздушная петля. Если ваша резинка снова большего размера, то нужно провязать большее количество столбиков с накидом, максимально плотно, чтобы не светилась основа, и после чего провяжем 2 розочки разных размеров по похожей схеме. Плотно обвязав резинку, в принципе уже получилось красиво, закроем ряд соединительным столбиком, провязав его в 3 воздушную петлю подъема. Отрежем рабочую нить и спрячем хвостик между петель. Приступим к вязанию маленькой розочки нитками другого цвета. 34 воздушные петли. Розочка состоит из 2 рядов. В первом ряду мы сформируем арки, а во втором ряду эти арки мы обвяжем. Воздушная петля, поворачиваем вязание, пропустим 1 воздушную петлю и провяжем столбик без накида, зацепив крючком за 2 боковые стенки воздушной петли, и свяжем 3 одинаковые арки по схеме. 4 воздушные петли, пропустим 3 воздушные петли и в 4-ю вяжем столбик без накида. Повторим 3 таких арки. Провязывая все столбики без накида, цепляя за 2 боковые стенки воздушной петли. Всего наш цветочек будет состоять из 9 арок, и далее свяжем 3 следующие арки по схеме. 3 воздушные петли, пропустим 3 воздушные петли и в 4-ю вяжем столбик без накида.
И свяжем 3 последние короткие арки по схеме. 2 воздушные петли, пропустим 2 воздушные петли и в третью провяжем столбик без накида. Во втором ряду обвяжем наши арки, повернем вязание, пропустим столбик без накида нижнего ряда и в первую короткую арку свяжем соединительный столбик, 2 воздушные петли, 2 полустолбика с накидом, 2 воздушные петли и соединительный столбик. Во вторую и в третью короткую арку свяжем по такой же схеме. Следующие 3 арки обвяжем по схеме. Пропустим столбик без накида нижнего ряда и сразу в арку вяжем соединительный столбик, 3 воздушные петли, 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петли, соединительный столбик. Таким образом мы увеличиваем уровень второй тройки арок, чтобы в дальнейшем придать реальную форму нашей розочке. И у нас остались последние 3 арки, и еще немного увеличим уровень тройки этих арок, провязав соединительный столбик, 4 воздушные петли, 7 столбиков, 2 накида, 4 воздушные петли, соединительный столбик. Все это вяжем в каждую арку. По аналогичной схеме свяжем большую розочку. Отличается она количеством арок. Для этой розочки наберем 54 воздушные петли, и у нас добавится 4 максимально большие арки, для чего в первом ряду начнем с них, провязав 4 раза по схеме. Повернем воздушную цепочку, воздушная петля, пропустим 1 воздушную петлю, столбик без накида и 4 раза повторим 4 воздушные петли, пропустим 4 воздушные петли и в пятую провяжем столбик без накида. И далее полностью повторим схему первого ряда маленькой розочки, состоящую из 9 арок. Выполним второй ряд обвязки розочки. Первые 9 арок вяжем идентично схеме маленькой розочки. И последние 4 арки провяжем по схеме, 4 раза повторив в арку соединительный столбик, 4 воздушные петли, 8 столбиков, 2 накида, 4 воздушные петли, соединительный столбик. То есть просто мы каждую арку увеличили на 1 дополнительный столбик, 2 накида. Сформируем розочку, начиная с низких арок, скрутим ее по кругу, закрепляя иглой, и в конце основания розочки окончательно закрепим в произвольном порядке. Вторую большую розочку сформируем абсолютно аналогичным образом и пришьем 2 розочки к нашей обвязанной резинке.
И свяжем еще 3 лепесточка для того, чтобы их тоже пришить к нашей резинке. 13 воздушных петель, подъемная воздушная петля, пропустим одну воздушную петлю и в следующую свяжем столбик без накида, в следующую петлю полустолбик с накидом и далее столбик с накидом. В каждую следующую петлю вяжем 6 раз столбик, 2 накида. И снижаем уровень, провязав в обратном направлении столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и последний соединительный столбик. Провяжем воздушную петлю и с другой стороны воздушной цепочки провяжем практически зеркально столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, 4 столбика, 2 накида. И закончим лепесток, провязав последние 4 петли, уменьшая высоту. Столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик. Свяжем 3 такие лепестка и зафиксируем их к нашей резинке. И наша резинка готова. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось.